Здравствуйте, уважаемые рукодельницы! В данном видеоуроке покажу вам, как вязать вот такую вот, смотрите, 3D, она рельефная, вот такая ромашка. Расскажу, как вывязывать такую красивую выпуклую серединку и как связать вот такие лепесточки, которые, вот смотрите, они не то, что они держатся, потому что здесь мы вот связали такую удерживающую как бы полосочку. Да, в следующих видеоуроках я вам покажу, как соединять такие ромашки между собой, чтобы получить изделие, например, красивую летнюю блузу. Блузу я вязать не буду, но я вам покажу, как они соединяются между собой. Итак, в работе мы будем использовать полиэфирный шнур 2 миллиметра, карамель Baby. У меня вот этот цвет спелый мандарин вместо желтенькой серединки. И вот такой красивый цвет фисташковое мороженое. Вот эти моточки уже сейчас по 500 метров. И приятный бонус: в каждом моточке сейчас есть вот такая бирочка красивенная. То есть раньше моточки были только по 200 метров, сейчас по 500. А цвета, ну просто прелесть. На сайте сейчас такое огромное количество цветов. Заказать такой шнур можно со скидкой 10% по моему промокоду. Все оставлю в описании под данным роликом. Вязать будем крючком номер 3. Итак, делаем сначала колечко амигуруми. Вот так я вокруг 2 пальчиков и еще раз. Берем крючок, заводим, вытягиваем петельку. Провязали первую петлю. Кроме этой, в это кольцо еще провязываем 7 столбиков без накида. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Как себя проверить? Просто просчитайте эти косички, их должно быть 7. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Далее стягиваем наше колечко, но не полностью мы его стягиваем, мы оставляем вот такое небольшое отверстие, потому что сейчас мы будем делать пышную серединку, отверстие должно быть. Вот эту петельку вытягиваем, заходим с изнаночной стороны под нашу первую косичку, вытягиваем петлю, вытягиваем нашу петельку на изнаночную сторону, вот так вот вытянули и провязали здесь с изнанки. Таким образом, чтобы теперь мы считаем, у нас должно 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. То есть вот это такая соединительная петелька, да, мы ее считаем, их должно быть 8. Далее мы заходим под первую косичку, вытягиваем петельку, также ныряем в основании нашего круга и опять же вытягиваем петельку. Сейчас по правилу идеального круга второй ряд у нас уже будет состоять из 16 столбиков, но мы их провяжем определенным образом. То есть под каждую косичку мы провязываем 2 петли. Вот эту первую, причем провязываю я вот так вот. Снова ныряем под эту же косичку, вытянули петельку, заходим в основание, 3 петельки на крючке, провязали. Все, под одну косичку 2 такие петли. Под следующую косичку провязываем точно так же. Вытянули петельку в основание, провязали. Под эту же косичку, то есть под одну косичку мы делаем 2 столбика. Ныряем. 4 петли у нас уже есть. И таким образом вот у нас получилось 8 косичек. Та, которая соединительная, она тоже, я вам показала, что это тоже считается косичкой, да. Петелька считается так. Вытянули в основание. Еще под эту же косичку раз провязываем. Вытянули петельку и в основание.
покажу поближе. Смотрите, под косичку вытянули в основание. И под каждую петельку мы провязываем 2 такие длинные петли. И снова в основание. Таким образом, чтобы у вас в итоге, когда мы будем считать косички после второго ряда, их получилось 16. Все, серединка у нас, как вы видите, она постепенно закрывается. Еще остается 2 петельки. Вот эта косичка и вот эта, которая соединительная. Мы ее тоже считаем полноценной петлей. Раз провязали под предпоследнюю косичку. И остается последняя, вот эта такая соединительная петелька. Провязываем раз. И под нее же провязываем 2. Все, у нас получилось, смотрите, какая выпуклая, красивая, яркая такая серединка. Да, потом соединительной петелькой, вот под самую нашу первую петлю, мы соединительной петлей закрываем наш второй ряд. Закрыли, воздушная петля, и обрезали нашу ниточку. С изнаночной стороны спрячем хвостики. Теперь считаем. У нас должно получиться, считайте, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 таких косичек. Так как с каждой косички во втором ряду мы будем вывязывать по одному лепесточку. То есть уже мы сейчас перейдем на другой цвет. У нас должно получиться 16 лепестков. Итак, вяжем дальше. Заходим под любую косичку, берем наш шнур, светлый шнур, который называется фисташковое мороженое. Он не белый, но он такой красивый цвет. Провязываем 1, 2, 3, 4, 5 воздушных петелек. Делаем 2 накида и под эту же косичку столбик с 2 накидами провязали. Далее 1, 2, 3 воздушные петли и, делая накид, захватывая вот этот столбик с 2 накидами, мы провязываем 8 столбиков с накидом. Первый есть, провязываем далее. Второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой и 8. Провязали 8 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И в соседнюю петельку провязали столбик без накида. Все, наш один лепесток готов. Далее снова набираем 1, 2, 3, 4, 5. 2 накида в эту же петельку. Провязываем. То есть вот таким вот образом мы вяжем лепестки. 1, 2, 3 воздушные петли и 8 столбиков с накидом, захватывая вот этот столбик с 2 накидами. Три, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 5, 6, 7, 8. В соседнюю петельку провязываем столбик без накида. Снова набираем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4,
5, снова столбик с 2 накидами и под эту же косичку, откуда вязали 5 воздушных петель. То есть вот таким вот образом мы вяжем 16 лепестков. Но это еще не все. Эти лепестки мы будем соединять между собой. 1, 2, 3 воздушные петли и 8 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Все, и вот эти 8 мы в соседнюю петельку закрепили столбиком без накида. Вот у меня 3 лепестка, а вы вяжите далее по кругу, их должно быть 16. И еще покажу, как мы их соединим. Итак, когда вы провязали все 16 лепестков, смотрите, в каком виде получается наш цветочек. То есть их надо привести в порядок. Что мы дальше делаем? Вот у меня провязан 16, я его закрепляю столбиком без накида, да, и далее иду вот сюда в начало работы, где мы вязали с вами цепочку из воздушных петель, и соединительными петельками в каждую петлю. 1, 2, 3, 4, 5, и вот сюда под, ну, вот как раз самую верхнюю петельку перед вот этим веерочком провязываем столбик без накида. 1, 2, 3 воздушные петли. Идем к следующему лепесточку, опять же в эту вершинку. Вот она. Столбик без накида. 1, 2, 3 воздушные петли. И тогда у нас эти веерочки, они становятся на место. Они вот так вот укладываются один под одним. 1, 2, 3 или над одним. И в вершину. Все, довязываем до конца. Покажу, как закроем ряд. И покажу, какая ромашка у нас получилась. Ну вот, теперь ромашка становится похожей на ромашку. И последние 3 воздушные петли. И вот здесь, где мы начинали вот эту обвязку из 3 воздушных петелек, соединительной петлей закрываем. Еще одна воздушная петля и обрезали ниточку. С изнаночной стороны все очень просто. В этот хвостик вот так вот прячете. Можно вот как раз в этот веерочек спрятать, обрезать и обязательно воспользоваться зажигалкой, если у вас так же, как и у меня, полиэфирный шнур. Все. Итак, вот мои ромашки. В следующем видео покажу, как красиво их соединить. То есть, связав такие ромашечки и красиво соединив таким легким узором, можно связать себе очень красивую летнюю кофточку. Так что, кому интересно, ждите следующее видео. А если вам полезен был видеоурок, ставьте, пожалуйста, ваши лайки и подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока!